Сегодня мы расскажем вам о клинике трансплантации волос The Black Hair Transplant Network. Это одна из сетевых клиник, расположенная в знаменитом районе Каннам в Сеуле. Также есть клиники в городе Тэгу и в городе Кванджу. Эти три отделения образуют сеть клиник, специализирующихся на трансплантации волос и лечении облысения. Клиника на Каннаме работает с 2011 года и занимает целый этаж одного здания. Сюда приходит много местных жителей, корейцев, также много иностранцев. В клинике работает русско- и англоговорящий координатор. В клинике выстроена четкая система по уходу и заботе о клиентах. Все процедуры от начала до конца выполняет именно доктор. В клинике работает целая команда, ответственная за экстракцию волосяных фолликул, и поэтому процент приживаемости волос очень высокий. Во время процедуры используется местная анестезия, и пациент находится в сознании, и тем более поэтому весь процесс пересадки волос проводится очень бережно и аккуратно. Кроме того, в клинике работает центр по уходу за волосами и кожей головы. В данном центре используются препараты, формулы которых выведены самими докторами клиники. Доктор Ли Син-дже любезно согласился дать нам интервью и рассказать о трансплантации волос. 안녕하세요. 지금 Я занимаюсь пересадкой волос вот уже 15 лет. Вообще о пересадке волос я узнала, можно сказать, случайно. Поначалу было просто интересно. Это показалось очень кропотливой работой. Кроме того, из-за потери волос многие получают стресс, а после операции изменяется внешний вид и люди становятся счастливыми. Вот так я стала заниматься пересадкой волос. Есть два метода экстракции материала для пересадки и два способа посадки материала. Поэтому можно сказать, что существует всего 4 способа пересадки волос. Из метода экстракции есть метод стрип. Метод, когда делается надрез и выделяется лоскут кожи, а сам надрез сшивается нитью. Второй способ – это способ FUE – Follicular Unit Extraction. Вообще Follicular Unit, то есть графт, это выходящее из одной пары фолликулярное объединение волос, которое может включать от 1 до 4 луковиц волос. Это рассматривается в качестве одной единицы. И данное объединение изымается при помощи панча, специального инструмента. Таким образом, вот это два метода экстракции волос. Два метода пересадки волос. Это прежде всего пересадка с помощью специального приспособления, когда в коже формируется иглой канал и туда пересаживается волос. Этот метод по-английски называется implant method. Еще один метод – это slip метод, то есть когда скальпелем кожа иссекается и в разрез проводится пересадка волос. В нашей клинике мы часто используем метод экстракции графтов strip метод и метод посадки implant метод. Многие боятся метода strip, но на самом деле операция это очень аккуратная, и при данном методе результат гарантированно хороший. Многие также переживают, что остаются от операции шрамы, но на самом деле шрамы не такие большие. Самое главное после операции это насколько естественно выглядит результат пересадки. Так вот, после операции методом strip результат всегда хороший, поэтому многие врачи предпочитают проводить операции именно этим методом. Прежде всего, надо учитывать причину потери волос. Потеря волос не должна быть следствием какой-то серьезной болезни, а должна иметь более естественные причины. Других серьезных противопоказаний нет. Перед операцией, конечно, надо предупредить доктора о наличии каких-то болезней, и тогда это будет учтено. Другой пример, например, это пересадка в область шрамов. Это является хорошим вариантом лечения. Вообще, в целом, надо учитывать возраст и степень потери волос. Например, если степень потери волос совсем небольшая, а возраст молодой, то сразу прибегать к пересадке волос не стоит. Потому что если в молодом возрасте есть небольшая потеря волос, то с возрастом она еще может усугубиться, и тогда пересадку волос придется проводить заново. Другой фактор, который нужно учитывать, это количество волос в донорской области. Для успешной процедуры должно быть достаточное количество волос, которые можно пересадить. Ну и, конечно же, в целом состояние здоровья должно быть стабильным, то есть не должно быть серьезного заболевания сердца или печени, которые могут угрожать жизни пациента. Мужское облысение – это чаще всего, когда линия волос спереди начинает подниматься. Хотя, конечно, и в области темени есть облысение, но начинается всегда с линии лба. Женская потеря волос, наоборот, на макушке волос становится меньше. При женском облысении надо учитывать, что чаще всего волосы становятся тоньше и общее количество волос становится меньше. Такую ситуацию, к сожалению, нельзя исправить с помощью операции. Операцию можно проводить в случае, когда только в одной области наблюдается потеря волос, а сзади, в донорской области, волос
достаточно, и качество их хорошее. Мужское же облысение достаточно простое. В области лба уменьшается, но сзади, в Донецкой области, достаточное количество волос. А у женщин волосы длинные, и кажется, что вроде бы только здесь волос стало меньше, но посмотришь, сзади тоже стало волос меньше. Вот в таком случае операцию проводить бессмысленно. К нежелательным последствиям или побочным эффектам скорее относится неправильный дизайн при планировании операции. Например, может пересаженные волосы будут стоять торчком, или линия волос после операции будет выглядеть странно. А линия волос после операции должна выглядеть естественно. Иногда ошибочно предполагают, что линия волос будет слишком четкая, как яйцо, или в случае мужчин со слишком четкими прямыми углами. Пациент предполагает, что если так сделать, то будет смотреться красиво. Но на самом деле это будет выглядеть достаточно странно. Сразу будет видно, что была операция по пересадке волос. Поэтому нужно очень аккуратно отнестись к дизайну линии волос при пересадке. Еще один нюанс. Не всегда чем больше волос пересажено, тем лучше. Очень важно также учитывать направление роста волос. Например, волосы росли в эту сторону, а после операции пересаженные волосы растут в другую сторону. В таком случае в результате волосы получаются как у ежика, взъерошенные, не поддаются укладке. Поэтому это очень важно учитывать. Также важно учитывать состояние кожи головы. При наложении швов надо также быть внимательным и делать так, чтобы шрамов не оставалось или не было видно. Если невнимательно отнестись, то, конечно, могут появиться боли в области изъятия кожного лоскута, потому что будет сильное натяжение кожи. И к тому же шрамы могут быть видны сильно. Из более легких нежелательных последствий может быть появление угрей, которые могут держаться несколько месяцев, но это постепенно проходит. Других более серьезных последствий обычно не бывает. Если сказать только одно самое важное, на что надо обратить внимание после операции, то это то, что после операции надо стараться не выдернуть пересаженные волосы. Например, сильно не расчесывать или не чесать голову, особенно с применением ногтей. Можно только слегка пальцами. После операции в течение 12 дней надо стараться область посадки волос не беспокоить. Относиться к ней очень аккуратно, легко. Да, бывают случаи, когда есть шрамы или с возрастом в области бровей стало волос меньше. Или могут волосы расти неравномерно. Посередине есть или по бокам есть, а посередине нет. Такие пациенты обычно часто делают татуаж бровей. Но, конечно, есть большая разница. Или брови просто нарисованы, или волосы растут. Поэтому процедура по пересадке бровей одна из самых распространенных процедур. Также есть случаи после автоаварии в область шрама пересаживать волосы. Или могут пересаживать ресницы. В нашей клинике процент приживаемости около 90-95%. Если результат не устраивает, то спустя год после операции в нашей клинике проводится так называемый ретач, то есть дополнительная посадка волос, чтобы еще улучшить эффект. В случае операции на шраме процент приживаемости будет зависеть от глубины шрама, от состояния кожи, насколько она эластичная. И, конечно, чем кожа грубее в этой области, тем процент приживаемости меньше. Где-то может быть около 50-70%. Но при этом все равно есть разница, если шрам совсем без волос или с пересаженными волосами. И к тому же можно сделать несколько операций. Это самый сложный вопрос. Прежде всего, конечно, врач должен иметь многолетний опыт работы. Самое надежное, наверное, получить рекомендацию врача от того, кто уже прошел операцию по пересадке волос в этой клинике, и он доволен результатом. Конечно, самим пациентам очень сложно знать, насколько врач хорошо делает операцию. Обычно в рекламе показывают только хорошие, удачные случаи, поэтому выбрать, конечно, очень сложно. Поэтому надо попробовать проконсультироваться, и лучше будет, если вам подробно расскажут все плюсы, меры предосторожности, все минусы. И в случае, если операция невозможна, то лучше, если вам честно скажут, что нельзя сделать. После того, как вы получите несколько консультаций, то у вас может появиться доверие к кому-то из врачей. И, наверное, именно у такого врача лучше пройти процедуру. Хотя, конечно, на деле выбрать все-таки очень сложно.